Всем привет! Сегодня мы будем шить рубашку боди для малышей из хлопка. Ссылку на выкройку я оставлю в описании к видео. Шить я буду из рубашечной хлопковой ткани, она с эффектом жатки. После того, как склеили и вырезали выкройку, приступаем к крою. Обратите внимание, что некоторые детали у нас со сгибом, поэтому эти детали нужно прикладывать к сгибу ткани. Это кокетка, спинка и воротник. Все выкройки у нас уже с нанесенным припуском, ничего добавлять не нужно. Вот эти стрелочки указывают на направление долевой нити, а также на рисунок, если он есть на вашей ткани. Обратите внимание, что деталь косой бейки выкраивается по косой. Долевая нить также обозначена стрелочками. После того, как вырезали все детали, аккуратно переносим вот эти вот метки на ткань. Таким образом мы чуть-чуть надрезаем припуск ткани в том месте, где у нас находится отметка. Обратите внимание, что некоторые детали и некоторые части детали у нас заштрихованы. Это означает, что эти места нам нужно продублировать клеевым материалом. Я буду дублировать флизелином. Воротник у нас будет одна деталь дублированная, другая нет. Теперь нам нужно подготовить все детали для пошива. Для этого мы все детали, которые у нас нужно дублировать, раскладываем и дублируем. Накладываем клеевую часть на изнаночную сторону и без пара аккуратно утюгом приутюживаем. Берем левую часть полочки, накладываем на нее деталь выкройки. Здесь предварительно я разрезала место притачивания кармана, и при помощи водорастворимого маркера я ставлю отметку на том месте, где будет притачиваться карман. Берем деталь кармана, отгибаем верхний припуск, подворачиваем и скалываем либо булавочками, либо можно сметать. Прокладываем строчку. Теперь отгибаем припуск 1 сантиметр и сметываем. Заметали припуск у кармана, и теперь деталь мы прикладываем вот к этой отметке, которую мы сделали на полочке. И карман прикалываем и после этого настрачиваем. Сначала мы прокладываем строчку по краю, буквально 2 миллиметра, и затем проложим еще одну вторую строчку отделочную. И вторая строчка у меня, я не прерывала строчку и буду уже шить на ширину лапки. Теперь наметку убираем и карман приутюживаем. Далее берем деталь спинки. Здесь у нас есть рассечки. И эти рассечки нам нужно заложить в складку. Таким образом мы их сначала складываем, соединяем вместе. Затем вот эту складочку равномерно таким образом распределяем, чтобы она получилась ровная, и скалываем. После этого
закрепляем здесь строчку. После того, как скололи складку, обратите внимание, что ширина спинки должна быть равна ширине кокетки. Фиксируем складку закрепительной строчкой. Далее берем две детали кокетки. Одну деталь мы накладываем с одной стороны и скалываем булавочками, а вторую деталь с другой стороны. И затем соединяем одной строчкой. Получается у нас нижняя деталь спинки между двух деталей кокетки. Стачиваем, ставим закрепки в начале и в конце строчки, соблюдаем припуск 1 сантиметр. Вот так должно получиться. И теперь нам нужно приутюжить эту деталь. Сначала мы сутюживаем на ребро, приутюживаем. После этого отгибаем сначала одну деталь, шовчик заутюживаем наверх. И затем также вторую деталь кокетки. Складочка на спинке может выглядеть либо таким образом, либо таким, кому как нравится. Далее берем детали полочек, накладываем их лицом к лицу к спинке и стачиваем плечевые швы. После того, как проложили строчку, вот эти срезы плечевые нам нужно обработать. Я буду обрабатывать на оверлоке. Если оверлока нет, можно обработать на обычной бытовой машинке либо зигзагом, либо любой край обметочной строчкой, которая есть на вашей машинке. После этого заутюживаем плечевые швы на сторону переда. Далее берем детали рукавов. Обратите внимание, что вот эта вот рассечка, которая стоит на передней части рукава, она означает, что эта часть рукава втачивается в переднюю часть рубашки. Таким образом вот это у нас правый рукав. Мы складываем лицом к лицу и аккуратно вкалываем либо вметываем рукав в пройму. Обратите внимание, что рассечка, которая находится по центру рукава, должна совпасть с плечевым швом на детали рубашки. И теперь прокладываем строчку, ее ширина 1 сантиметр. Строчку прокладываем по стороне рубашки, деталь рукава у нас снизу. После того, как втачали рукав, срез также обрабатываем. Далее складываем детали лицом к лицу и скалываем боковые швы вместе с рукавом. Прокладываем строчку и обрабатываем. Вначале обработали боковые, и теперь нам нужно
подогнуть низ рукава. Для этого подгибаем на 5 миллиметров край рукава и затем еще раз сметываем и потом прокладываем строчку. Теперь приутюживаем низ рукава и заутюживаем боковые швы на сторону спинки. Берем детали воротника, складываем их лицом к лицу вместе и скалываем, либо сметываем. Прокладываем строчку вот по этим 3 сторонам. Эту сторону мы оставляем открытой. Ширина припуска 1 сантиметр. После того, как проложили строчку, мы вот таким образом отгибаем и вот этот припуск закрепляем на ту часть воротника, которая у нас не дублированная. И насколько можно подлезть, мы подлазим и прокладываем отделочную строчку, закрепляя нижний воротник к припуску. А строчка также от шва буквально 2 миллиметра. Подрезаем уголки. И выворачиваем. Уголки можно выправить вот чем-то острым. После этого приутюживаем. Обратите внимание вот на эту рассечку на выкройке полочки. Это то место, до которого мы будем втачивать воротник. Оставили эту рассечку на ткани, и теперь к этой рассечке мы прикладываем воротник. Воротник мы прикладываем. Обратите внимание, что нижний воротник, он у нас не дублированный, верхний воротник дублированный. Прикладываем к рассечке и скалываем с одной и также с другой стороны. Затем перегибаем планку уже по второй рассечке перегиба планки. Вот таким образом. И край, вот этот вот 5 миллиметров, мы также отгибаем уже на эту сторону, для того, чтобы сразу проложить строчку. То есть у нас должно получиться вот таким образом. Воротник не доходит до края планки. Здесь также у нас отгибается припуск планки. И далее уже сметываем, оттачиваем. Прокладываем строчку и потом обрабатываем срез. Сняли наметку и теперь немного срезаем уголочки, для того, чтобы, когда вывернем, лежало все ровно и аккуратно. И теперь обрабатываем срез. Отгибаем припуск воротника на сторону спинки. И теперь от плечевого до плечевого шва мы прокладываем строчку, закрепляя вот этот шов к спинке. 5 миллиметров от шва. Теперь выворачиваем уголки и сметываем планку. Вот этот вот у нас отогнутый край, также мы его дальше загибаем, скалываем сначала булавочками,
а затем сметываем. Теперь нам нужно обработать пройму для ножек. Для этого мы берем косую бейку и не приметываем, можно сколоть булавками, либо сразу начинать. Я буду прокладывать строчку на лапку 5 миллиметров. Мы стачиваем на косую бейку к вот этой пройме. Отгибаем косую бейку на припуск и настрачиваем бейку на припуск. Делаем здесь отделочную строчку 2 миллиметра от шва. Теперь подворачиваем припуск и вот таким образом подгибаем и прокладываем отделочную строчку. Шириной косой бейки можно играть, если у вас резинка будет чуть пошире, уже вы смотрите и рассчитываете, насколько вы будете загибать припуск в зависимости от ширины вашей резинки. Можно сделать резинку чуть пошире. У меня ширина резинки 1 сантиметр, поэтому вот эта вот планочка у нас должна быть чуть больше 1 сантиметра. Вот таким образом подворачиваем и снова прокладываем строчку. Теперь вставляем резинку в пройму. Обязательно закрепляем строчкой, чтобы резинка не вылетела. Вставили резинку, закрепили ее, и теперь мы скалываем планку таким образом, чтобы она у нас соединялась ровно. И в этом месте закрепляем строчкой. Берем деталь планки, складываем ее пополам, затем отгибаем припуск 1 сантиметр в эту сторону и 1 сантиметр в другую сторону. И делаем чуть-чуть небольшой такой вот, чтобы вот та часть немного выглядывала из передней части, чтобы был такой небольшой заход. И прокладываем по бокам строчки 1 сантиметр. Подрезаем уголочки, выворачиваем и приутюживаем. Таким образом делаем 2 планки. Теперь вкладываем планку сначала в деталь спинки, также скалываем булавочками и сметываем. Приметали и теперь прокладываем строчку. Со второй стороны также мы вкладываем в планку эту часть, сметываем и стачиваем. Наш боди готов. Далее мы ставим разметку для кнопок или для пуговиц. Я буду делать кнопки. Также ставим кнопки либо пуговицы на планке. Планка должна застегиваться сверху вниз, то есть верхняя деталь накладывается на деталь спинки. Также у меня здесь будет 3 кнопки и кнопки по планкам рубашки. Вот такая модная рубашка боди у нас получилась. Такую рубашку можно носить как в повседневной жизни, так и, дополнив бабочкой или галстуком, надевать на праздники вместе с брючками.